После выхода первой части обсудили с подругой, верно ли я истолковал ее проблему. Оказалось, что нет, и на самом деле звучит она так. Желание есть, а вот что мне интереснее и за что браться, определить не могу. Я боюсь потерять много времени, пока буду перебирать варианты, и не знаю, как поступить. В свое время я сам столкнулся с такой проблемой, и один из моих друзей впервые употребил термин «рассеянный вектор». Это состояние, когда человеку хочется всего и сразу. Проявляется это по-разному. В моем случае я не только хотел, но и принимался за те дела, которые мне нравились. Правда, ненадолго. Как только мне становилось скучно или появлялось другое, более интересное дело, я тут же смещал свой вектор внимания на него и бросал все, чем был занят до этого. А потом история повторялась снова и снова и снова. В случае моей подруги, она просто не знает, за что браться, потому что к желанию иметь все здесь и сейчас добавляется страх упустить время, заняться чем-то, что в середине пути покажется чужим и неинтересным. И вуаля, время потеряно, дело не твое, неинтересное, придется начинать сначала. Откуда все это берется и как справиться со страхами неверного выбора, поговорим сегодня в рубрике «Кемстат». Почему я ничего не хочу? Часть 2. Меня зовут Александр Шакреддинов. Начнем. Представим, что вы работаете инженером, получаете не солидную, но хорошую зарплату. Вы снимаете однокомнатную квартиру ближе к центру, у вас есть возможность купить автомобиль, вы неплохо одеваетесь, правильно питаетесь, ходите в ресторан, встречаетесь с друзьями, а потом, например, к вам прилетает друг из Финляндии, тоже инженер. И вот на встрече с ним вы узнаете, что там, в этой самой Финляндии, вашему другу платят в 3 раза больше, делать надо в 2 раза меньше, а условия гораздо лучше, воздух чище, трава зеленее, а финны прям-таки на руках его носят. Хотите вы этого или нет, у вас просыпается желание хотя бы узнать, правда это или нет. Съездить туда, посмотреть, а потом вы начнете думать, что было бы неплохо и вам также устроиться, тем более, что друг обещал поддержку. И вот вы уже покупаете учебники по финскому языку, ищете репетитора, смотрите карту своей будущей страны, изучаете ее историю, но все как-то медленно и тяжело. Вы недоумеваете, но продолжаете. А если быть точнее, продолжаете себя уговаривать. Ты же все видел, там здорово, там больше платят, там интереснее жить, там люди лучше, денег больше. Через некоторое время какой-нибудь психолог смело может поставить вам невроз. Все потому, что желание было навязанным. Вы и не помышляли о переезде, пока ваш друг не описал все его прелести. Вас все устраивало до тех пор, пока молочные реки и кисельные берега не появились в вашем воображении со слов того же друга. Но вернемся к рассеянному вектору. Человек — это социальное животное. Мы играем в социальные игры и не можем совсем обходиться без общения. Иное дело, что какие-то контакты идут нам на пользу, а какие-то нет. И не всегда есть возможность сразу отличить одно от другого. Представьте, что вы и есть тот самый инженер, а вокруг вас десятки таких вот друзей из Финляндии. Да и не только. Тут вам и Америка, и Корея, и Япония, и Нидерланды, и даже Африка. И все они успешные, богатые и счастливые люди. Ну, как тут не захотеть стать одним из них? Есть только одно «но», которое делает ваше желание приблизиться к ним несущественным. Эти ребята не гнались за несметными богатствами и переездами в другие страны в первую очередь. Все это стало побочным желанием главному. А вот главное заключалось в занятии одним единственным, самым любимым делом, за которое деньги можешь не платить, дай только позаниматься. Примеров тому масса. Эминем работал на заводе, чтобы было на что жить, но писал свои тексты в любую свободную минуту. Джон Леннон и Пол Маккартни ездили на другой конец Ливерпуля, чтобы узнать пару-тройку новых аккордов на гитаре для своих будущих песен. Саичиро Хонда не был принят в концерн Toyota, но не оставил мечту, стал проектировать мотоциклы и открыл свой бизнес, который и сделал его миллионером. Таких историй очень много, и объединяет их лишь наличие приверженности одному единственному делу. Если я что-то полюбил, то это на всю жизнь. Так почему это перестало работать сегодня? Во-первых, разница в количестве информации. Сегодня ее можно найти в любых объемах и за пару кликов в интернете. Вчера нужно было ехать на другой конец города. Согласитесь, что если я приложил усилия для получения знаний и навыка, я буду ценить их больше, потому что мне это чего-то стоило. Во-вторых, появляется мнимое ощущение, что все уже давно создано, и мне не привнести в мир ничего лучше, чем то, что уже есть. Думать так – это ошибка. Потому что после усвоения основ мы обязательно начнем привносить в изучаемое что-то свое. Другое дело, что освоить азы – это трудоемкий и зачастую нудный процесс, который подвластен только людям увлеченным, захваченным этим делом. Ни о какой мотивации здесь речи нет, она тут просто не нужна. В-третьих, мы все реже слушаем себя и чаще других. Речь, естественно, лишь о тех, кто узнал в этом описании себя. Поколение Y, как сказал доктор Андрей Владимирович Курпатов, это поколение тех, кому не додали. То есть эти ребята считают, что достойны большего, но им этого почему-то никто не дает. Отсюда, когда мы слышим, что условный Иван получает хорошую зарплату и ездит на крутой машине, мы не хотим уступать.
Почему я хуже? Я тоже хочу. Если кто-то купил квартиру, я тоже хочу. Кто-то раз в 2 месяца ездит за границу. Я тоже хочу. Но по сути главное свое желание – жить и быть счастливым – мы прячем куда-то очень глубоко. А ведь все, что нужно – это не узнать, кто, где, сколько, почем и с кем, а узнать себя, выяснить свои пристрастия, увлечения, навыки, способности, а уже после услышать свои желания – настоящие, невыдуманные и не навязанные никем другим. В следующей части разберем решение проблемы отсутствия желаний и немного поговорим о мотивации. А все свои вопросы вы можете присылать в группу ВКонтакте «Радио Кемстат». Это была рубрика «Кемстат» и ее ведущий Александр Шакрединов. Всего доброго!